Друзья, всем привет! В этом году решил у себя в мастерской, так как она неотапливаемая была, установить печь. Приобрел на куфоре такую вот небольшую печь Булерьян. Печь медленного горения. Ну, кое-что надо было доработать, не критично. Сделал сегодня на скорую руку такую задвижечку за день, отсутствовала в принципе. И пытаюсь сделать будет дымоход, пока черновой на улицу хочу в этом году, не так часто буду ее топить. Нашел на металлобазе трубы металлические, приобрел по цене металлолома, и в итоге сейчас вот стоит задача зарезаться угол, трубу, и потом вывести ее за стену и попробовать уже, как у меня это все будет получаться. Перед этим, для того, чтобы Булерьян у меня работал, я сделал для него подставку. Сварил вот такую вот небольшую подставку на скорую руку. Хочу, здесь внизу будет кирпич лежать, 4 кирпича, для того, чтобы температура на пол не давила. Ну и сам Булерьян будет уже на подставке стоять немного выше, чтобы забор воздуха был где-то немного 100 мм от пола. В принципе, подставку еще доделаю. По размерам, кому интересно, здесь использовал уголок и профильную трубу. По размерам, если интересно, пишите, подскажу, ничего сложного, распишу. Придется мне ее еще покрасить. Ну а сейчас вот хочу вам показать способ, как сделать, зарезать правильно трубу, чтобы она крепилась под 90 градусов к самой трубе. Немного это представляет сложности, но благо есть интернет, соцсети, в которых можно найти, как это сделать. Как просто нарисовать и вырезать полумесяц для того, чтобы труба была по 90 градусов в дымоходе. Для этого нам понадобится маркер и линейка. На маркер одуем любой шнурок, чтобы в районе дзюбки приблизительно. И затягиваем его на узел. Берем диаметр нашей трубы. Я ее знаю, что здесь 105 миллиметров. И отмечаем от края маркера до точки, в которой будем приблизительно 105. Здесь выставляем центр трубы нашим пальцем и опрессовываем дугу. Все, вырезаем вот этот сегмент. После того, как болгаркой вырезали сегмент, полумесяц я его так называю, труба становится без зазора. Со второй стороны вырезаю такой же сегмент, и труба насаживается. Потом здесь отверстие. Получилось у меня вырезать сегменты, чтобы они подходили к трубе. Здесь вот отверстие. Где-то там 110-я, наверное, труба. Вот два сегмента, как я показал, размечал. Сейчас покажу, как она становится. Вот так вот будет привариваться труба. В итоге угол 90 градусов. Так вот шов будет, и сверху будет. Можно стенки еще подузить по бокам, чтобы было больше объем воздуха тянуло и не было сопротивления. Потом почищу чуть-чуть еще. Интересно посмотреть мою мастерскую, как она, как сейчас есть. И
как будет в будущем. Оцените, скажете в своих комментариях. А печку я хочу поставить вот в тот дальний угол. Ну и там немного все переделается. Конечно, все разгребется, и по идее здесь будет красивая мастерская, делать красивые вещи. Я думаю, будет нормально. Зачищу, еще потом второй раз пройду шов. И все получится. Вот такой вот шов получился у меня с первого раза. В принципе, труба держится. Ну, сейчас еще проварю небольшие точки. Обварил второй раз. Все, сейчас вот это все дело зачищу и покажу, как оно будет выглядеть. Вот так вот. С двух сторон. Ну, как мог, так и получилось. На самом деле. Посмотрим. Я думаю, держаться будет. Вот такой вот шоу у меня получился. Где-то с промахами, где-то без промахов. Нормально, я считаю. Никуда не денется, будет стоять. Проверить можно очень просто. Взять молоток и просто-напросто куда-нибудь садануть. Нормально, держится. Из чего состоит подставка для булерьяна? Изначально взял уголок шириной 40 на 40, сварил два уголка длиной 420 миллиметров. Два уголка 420 миллиметров, 40 на 40. Между ними обычная пластина 3-миллиметровая. Получилась такая полка. Ну, в эту полку я планирую огнеупорный кирпич для печи купить. 4 штуки кирпича ложится. Далее были остатки профильной трубы 20 на 20, 30 на 30. Отрезал длиной 300 миллиметров. Поставил 4 стойки, приварил полку. Зачистил. И сверху также, так как у нас булерьян как бы полукругом сделан в диаметре, то сюда специально приварил уголки, и немного они в стороны разведены. За счет этого полностью ложится булерьян и его не шатается. Уголок также 40 на 40, длиною 420 миллиметров. Для усиления всей конструкции, чтобы не расходился булерьян, в задней части добавил пруток. Пруток диаметром, наверное, 10 миллиметров с двух сторон. И сейчас установлю булерьян, чтобы у меня одна сторона чуть-чуть гуляет. Надавлю на него, чтобы он сел на свое посадочное место. И добавлю сюда недостающую часть, такой же пруток, который будет сдерживать эту конструкцию и усиливать. Все, в принципе, вот такая вот будет простая конструкция. Как она будет установлена, покажу далее. Ну, еще ее хочу покрасить краской. Подготовил пруток. Вот так булерьянчик будет стоять на подставке. Мне кажется, будет неплохо.
Все, очередной день такой подходит к концу. Ну, какие-то работы проделал, продолжу дальше и потом покажу, что в итоге получится. Сделал я почти все сварочные работы. Вчера приварил колено, нормально получилось, показывал, что держится. Сейчас поставил к стене так близко, чтобы отметить, где у меня будет ввод трубы с улицы. Ну и где-то вот в этом углу будет располагаться данная печь. Я думаю, должно быть неплохо. Все, сейчас покрашу серебрянкой. Придам небольшой эстетический вид. Ну и потом покажу, что получится. Позанимаюсь малярными работами и дам просохнуть, потом посмотрим. Вот и подходит к концу мой проект по установке печи Булерьян у себя в мастерской. Хочу ее сделать отапливаемой, как ранее говорил. Неплохо мне получилось, в принципе. Сделал дымоход, установил его, правда не показывал, как устанавливал. Вот так она в углу стала, немного привез дровишек. И снизу здесь у меня вот лежит 4 огнеупорного кирпича для печи Витебского. Здесь у меня заслонка на 100% открыта. Сюда я хочу еще на низ, видел видео, люди улаживают колосники чугунные, чтобы не было контакта и больше тепло отдается в трубы. Сейчас что хочу? Загрузить, сейчас проверим тягу бумажкой, загрузить дров и попробовать, сегодня у нас 22 ноября, первую топку произвести. Какая тяга посмотреть, насколько идет теплоотдача в помещении. Ну и проанализировать. Сегодня было на улице мороз ночью, сейчас где-то около нуля, 0-1, поэтому погода способствует. Ну и посмотрим, что с этого вышло. Не зря ли я потратил столько времени, сил, труда? Я думаю, не зря. Сейчас проверим, есть ли тяга. Да, тяга присутствует. Видите, как дым тянется. Поэтому сейчас укладываю в печь дрова и пробуем запускаться. Нашел я вот такие вот нецелые колосники, но предварительно положу сюда вот внутрь печи. Вот так вот выглядит печка изнутри. Шибер открыт на 100% на улицу. Ну и сейчас буду загружать дрова. Внутреннее пространство печи от стены до, грубо говоря, колосника 40 сантиметров. 400 миллиметров. Рабочая ширина приблизительно составляет 300 миллиметров. Положу немного на низ бумаги, картона. Есть тяга, дым не идет. Ну все, прикрываю и буду смотреть. Пока открыто на полную мощность. Пускай прогреется. Все, сейчас еще посмотрю, как на улице труба. Дым тянет, не тянет. Будем смотреть эти нюансы. Но мне кажется, должно работать. Температуру не взял я датчик померить сегодня. Сделаем это в другой день. Сегодня будут у нас такие начальные испытания запуска. А потом испытаем на
температуру в гараже и через сколько, насколько поднимается. Не знаю, мне нравится, друзья, мне нравится, потому что все, что сделано своими руками, оно радует. Вот так выступает у меня часть дымохода над крышей. В принципе, неплохо. Вот так вот труба выглядит со стороны гаража, я ее закрепил. Ну, сантиметров 70 она выступает над крышей. Здесь, в принципе, примыкания к крыше нету. Отдалил, чтобы не было возгорания. И вот вывел, сделал на болтах съемную, если вдруг прочистить надо будет. Температура здесь есть немножко. И такие вот хомуты я на скорую руку в прошлый раз сделал, чтобы двойное крепление было, чтобы она не гуляла вправо-влево. Прошло совсем немного времени, минут 5. Печь трогаешь, она горячая сверху. Здесь градусов 100. Чувствуется, как теплый воздух идет с этих вот направляющих труб. Ну и немножко разгорается пламя. Процесс пошел. Нормально будет. Немножко сейчас подсушу дровишки. Тепло. Какое-никакое тепло есть. Все, будет оно работать. Еще потом по возможности, может быть, дополнительный вентилятор поставлю снизу. И уже теплоотдача идет от самой печки, ну просто эффективно. Это лучше, чем я как-то одну зиму немного подогревался газовой горелкой с газовым баллоном. Вот это более рациональный способ, экономичный. Ну да, придется немножко заготавливать дрова. Ну, я думаю, это не критично. Дров у меня в березовой роще хватает. Особенно которых наломало в этом году ветром. Все, друзья. Кому понравилось мое видео, заходите на канал. Кто не подписан, подписывайтесь. До новых встреч. С вами был я, Сергей Лашкевич. Удачи. Тепло, класс. Ух.